канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. Вы сейчас видите запись стрима, на котором я пытаюсь гонять смартфон под названием Meizu 21. И кто бы что ни говорил, этот смартфон интересен. Сразу сходу, что мне в нем реально понравилось, это вибро. Мне, кстати, понравился звук, мне понравилось его габариты понравились. Плюс сборка. Дизайн, он довольно простой, но топорный. Комплект довольно приятный. Не забываем подписываться на этот канал, писать, нужен ли обзор одним кадром, где я с основным модулем хожу и рассказываю вам о смартфоне. Хотя, спойлер, все-таки камера этого смартфона не лучшая, что я встречал из флагманов. Но у нас здесь Snapdragon Gen 3, поэтому, я думаю, стоит вам подписаться на меня. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Перейдем же потихонечку к обзору. Что интересного можно рассказать еще об этом смартфоне? То, что он за 14 минут на 50% заряжается, за 40 минут на 100%. Вот народ пишет, что стрим лагает. В чем лагает? Видео, звук. Звук слышен или нет? Потому что если что-то лагает, опять же, претензии к смарту. То есть мы сейчас стримим через быстрый Wi-Fi, гигабитный, это раз. Два, вбродные микрофоны у него работают, разумеется. Три, помимо этого, стрим идет в каком разрешении вы сейчас видите. Жужу, пишем, как разрешить вопрос в лагании стрима. Это звук есть или нет? Если есть какие-то проблемы со стримом, знайте, это проблемы самого смартфона. То есть стримлю я всегда на фронтальную камеру смартфона. И микрофоны работают у него родные. Единственное, я сейчас в чехле его держал. Я сейчас это дело выну, для того, чтобы ему было чуть легче. Потом включу кондиционер. Но здесь, в принципе, у меня не жарко. Не лагает, все норм, звук есть, самое главное. Вот, так что подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. По ссылкам также в моем личном телеграм-канале сможете увидеть потом исходники. Возможно, сегодня же их и выгружу с фотографиями. Не так их много, но вам хватит для того, чтобы понять, что камера здесь не топ. Но, как всегда, со всякими Lenovo, Meizu и подобными устройствами, которые я принесу, конечно, могу сказать, что это первый эшелон, но давайте будем объективны, это все-таки второй эшелон. Я напоминаю, что когда вы что-то получаете хорошее, допустим, здесь неплохой экран, и довольно приятный ценник, и классный внешний вид, вы получаете что-то не очень хорошая здесь камера. По поводу стабильности и всего остального в одной из самых популярных игр в интернете вы сейчас увидите, будет ли он выдавать 90 FPS, то, что не мог у нас в OnePlus 12. И по большому счету для этого мы с вами и собрались. Если говорить о каких-то других особенностях, да, 80-ваттная зарядка в комплекте, чехол, пусть простенький китайский, но им в основном вы и будете пользоваться. Сегодня у нас Meizu 21, повторяюсь. И, разумеется, здесь нет мини-джека, здесь есть инфракрасный порт. Разумеется, можно запихивать две физические симки. И, возможно, в ролике я еще скину, каким образом этот Meizu 21 мой друг Владимир искал в Китае, потому что это было все очень сложно, долго и мучительно. Почему? Но основной ролик будет на основном канале Польза.нет. Переходим в геймплей, то есть в игру. Для начала я все-таки покажу вам настройки. Надеюсь, он не вылетит, но он не должен вылететь. Во-первых, русского языка здесь, разумеется, нет. Разумеется, можно все русифицировать, но мы, как говорится, не ищем легких путей. Выключаем автояркость, включаем максималку. Я вам говорю, сколько у нас люксов он выдает. Выдает он аж 960 люксов. В принципе, так же, как и прекрасный наш OnePlus 12. Шим всего 4%. На 50% яркости шим быстро сбрасывает до 3%. Такое ощущение, что IPS вообще. На 20% яркости 16%, в нуле 15%. Так что в целом хорошо. Если говорить про частоту 120 Гц, натуральные цвета и визуальные эффекты отключены, чтобы вы понимали. Плюс в инструментах разработчика у меня включен режим, чтобы можно было... Вот сейчас я еще батарею покажу вам, чтобы мне никто не говорил, что я такой подлец и не прокачал батарею перед тем, как начать играть. Видите, Performance and Display. То есть приоритет у нас на не Low Power мод, а именно не баланс,
а performance. Кстати, он не вылетел, и хорошо, что он не вылетел до сих пор. Если говорить про систему, покажу вам, что система у нас максимально обновлена. Все, никаких обновлений не требуется. Переходим в PUBG. Очень странно, что довольно быстро он поедает проценты заряда. Почему? Потому что, как вы помните, с OnePlus 12 он ел первый процент, ну, очень долго. Он очень был оптимизирован, тоже на Gen 3. Но здесь вот другая история. Почему-то мы все равно пока не заряжаем все это дело, не включаем. Напоминаю, что распаковки этого дела в SRM формате тоже на канале, и можете их посмотреть. Как-то все шуршало. Упаковано все интересно очень. Так, если говорить про... про настройки. Settings. Мы сейчас сначала, разумеется, все подло выставим. Ультра, High, On. И да. Вот так. 5 секунд. Я сейчас отключу New State и зайду в него заново, чтобы 100% он не лагал. Так, и я открою Twitch на компьютере, чтобы у вас возможность была со мной поговорить. И у меня с вами. Вернуться в Twitch. Так, и канал. О, вот я в эфире. Так, что у нас, кстати, по настройкам? Что он предлагает? Нет, он предлагает только 720. Выставил он в автомате 720p. Не захотел он 1080 выставлять. Но я в этот момент не мучаю смартфоны, потому что в тех же 720p у меня отказывался S23FE работать. А почему все так плохо с 12-м опласом? Двухчасовой ролик не осилил твой. Офинелозол, я не могу вам сказать почему. Наверное, спросите у тех, кто вам рассказывал, что с ним все хорошо. Ну, то есть, я просто констатирую факт, что все плохо. В стоке, либо попытки что-то сделать с ним. 15 человек в онлайн, прям рекорды бьем. Роман, привет. Golden Alex, привет. Universal Disaster. Это, наверное, потому что я сказал, что буду его гонять через 30 минут, признавайтесь. Кто посмотрел распаковку? Кто-нибудь посмотрел распаковку? Moto G73. Не хочу эти бюджетки. 65-й сейчас гоняю. Очень надеюсь, что 65-й C65 будет интересен. Не забудьте посмотреть еще смартфон под названием Samsung S23FE на основном канале. Я там прям постарался. Детей выгнал гулять. И это хорошо. Сейчас я секундомер включу. Возможно, 30 минут будем гонять, если у меня мелкий проснется. Потому что ко мне прилетела банда моя. 3-летние, 10-летние спецназовцы. И мы сейчас с ними тусим. Но это не мешает, как вы видите, обзорам. Наверное, я даже их больше сейчас делаю, чем обычно. Вот, так что из интересного в планах у меня, наверное, все-таки сначала сделать на OnePlus 12, потом на Red Magic 9 Pro Plus обзор, потом на Meizu 21. Но завтра будет сначала на Realme C65. Вот. Распаковку не смотрел, только домой пришел. Как у тебя дела, Жужу? ПХД было? Домой пришел. Это, кстати, за распаковку, которая больше всех просмотров мне дала. 725. Народу прям зашла. Любят Meizu. Соскучились почему-то нестандартному. Но я вот скажу, что если выбирать между Lenovo или Meizu, то я выберу Meizu. К слову, рамки здесь металлические. Ага. Раз, два, три. Вот сейчас должен быть. Смотрим. Вот, появился. Вот первый глюк. Это при том, что 720p стримим. Ага, он еще, видите, как в фоне не удержал, получается, PUBG. Ха.
Очень интересные дела. Очень тихо. Так, все еще тихо или нет? Ну, давайте я включу на максимум. Звук есть. Если будут сейчас шумы, то напишите. В чем проблема? Я не знаю, в чем проблема. Посмотрите другие обзоры. Они говорят, что все нормально. Да, Meizu Exotica. Сань, погромче. Вот сейчас максимальная громкость. Просто предельная громкость для смарта. Он уже, кстати, нагрелся. И, к слову, пока он будет лететь, в Твиче не стоит выходить из вообще чего-то. Звук есть, но то, что вы видите, это уже склейка. То есть Meizu не способна на Gen 3 у нас пока не оптимизировано, чтобы стримить высокоэффективно. Но у нас в фоне работает, получается, все-таки. Ага, я на геймплей не перешел, да? Вот сейчас геймплей. Звук есть. Universal. Что, нету опять? Есть звук. Должен быть, я слышу его. Или нету? Нету звука. Есть звук. Есть звук. Если не будет, напишите. Да что ж такое-то, а? Golden Alex, сейчас напиши, пожалуйста, потому что у меня уже 500 раз, если я, мне кажется, еще раз выйду, то он точно навернется. Опять вылетит. У меня одного нет видео. Да, перезагрузи страницу. Все будет. Уже 3 минуты мучений. Есть трансляция. Ей. Вот такая печаль даже в 720p, видишь? Видите? Раз, два, три. Нет, звук есть сейчас. Не обманывайте меня, есть он.
Раз, два, три. Ух ты, ё.
Раз, два, три. Сейчас есть звук, да, наверное? Только выходишь, появляется звук, наверное, и все, он потом вылетает, правильно?
Пишем. Раз, два, три. Вот я сейчас думаю, звук есть. Напишите, пожалуйста. Есть звук. Супер. Мораль какая? В общем, поедает он в среднем у нас 28% в час. Это раз. Два. Яркость не сбросил за полчаса. Больше не собираюсь его мучить из себя. Нагрелся он до 5 секунд. Если тыльную часть, лицевую часть посмотреть, до 41. Тыльная часть где-то 42. Ни много, ни мало, лагать не лагал, 90 FPS держал, и в принципе миссию он свою выполнил, я считаю. Хотя пальцы потеют, даже без чехла. И что можно сказать об этом устройстве? Смарт-вывес. Претензии к нему могут быть только с точки зрения, что он 720p получается просто-напросто даже в 720p. И на Твиче с геном 3 не смог. Не смогла я. Ну, не смог, так не смог. Будем теперь знать. Будут те, кто покупают вместо Realme C50-65 за там 12 тысяч рублей, которые может, в смартфон за 50, понимать, что это не про то. А по поводу Gen 3 сырого, вот вам пример. OnePlus 12 у нас не мог 90 FPS показать в PUBG на максимальной, вот буквально 2 дня назад. Просто бешеное количество программистов, максимально популярный бренд, концерн Vivo. И не смогла я. А после этого мы берем Мейзу, которая там непонятно кем была оживлена, и она могет. Вот. И мораль-то простая. Дело было не в бобине, дело было в OnePlus. На OnePlus, скорее всего, будет обзор завтра-послезавтра. А основной, наверное, посыл мой с Meizu 21, что если вам не нужна камера, то смартфон ничего, но опять же, зачем вам смартфон за 50 тысяч без камеры? Для чего? Стримить вы не сможете, если не играть, то для чего? Экран за 50 штук можно лучше найти. Русского нет, это не глобальная версия. Опять же, все субъективно. Для серовозов, конечно, золотое дно, потому что даже в Китае его не найдешь. То есть Meizu 21, он не продается так же, как Oppo или Vivo. Ты в Oppo или Vivo в Азии идешь, и у тебя везде прилавки, Huawei, Samsung, Xiaomi, все. А Meizu нет. Значит, знаете почему? Потому что его нет. Он там на задворках истории. Его и в интернет-магазинах не везде найдешь. Неплохо, что они восстановились. Я рад все время их тестировать. 20-й, 20 Pro у меня был, 21-й я купил сейчас. Но сказать, что оголтело, нужно бежать его покупать, нет. Для интереса посмотрели. Интересно, если уверены, что вы сможете его реализовать, почему бы не приобрести. А рассказывать, что его там продали больше, я не знаю, как народ, когда рассказывает, что Meizu 21 больше продали, если вот у меня Владимир прилетел с Китая, и он найти магазин этот не мог. Вообще, то есть его физически нету нигде. На 20 каком-то этаже, в каком-то офисном здании ему привели в магаз пустой. И все. А так он несколько дней пытался его найти. То есть, если ты ходишь, даже здесь я в Азии хожу, и вижу Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, Яблоко, ну, все вообще вижу. Meizu здесь нет. Какие у них там миллионные продажи, за счет чего? Ну, кому-то надо что-то как-то продавать. Продают эту информацию. Вы же все равно не будете проверять. Вот. Нет, мне Meizu Жужу нравится. Мне прям нравится, он прям нравится. Одинаковые рамки, фронталка аккуратная, никаких там блесток. Вот. Да у серовозов-то все есть. В целом, девайсу от меня пока не знаю что, потому что пока 720p это тоже не показатель. Но фронталка, вот смотрю, работает неплохо. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Огромное спасибо, что зашли. Завтра, может быть, что-нибудь тоже погоняю, но не факт.